Нет, ну как она могла поступить так со мной? Я просто не понимаю. Я столько вложила в наши отношения. Я столько сделала для нее. Как она могла так поступить? Никогда ее не прощу. Вы когда-нибудь испытывали подобное? Я – да. И если вы здесь, полагаю, что вы тоже. Давайте попробуем разобраться в психологии обиды. Как же она влияет на нашу жизнь? И как избавиться от этой злобной тетки в своем доме? Поехали! Для начала нужно понять, что обида – это одна из форм агрессии. Сами подумайте, какие эмоции вы испытываете в момент обиды? Грусть, недоумение, чувство несправедливости по отношению к вам, злость на обидчика, жалость к себе. Если вы попробуете проанализировать свое состояние в момент обиды, вы обнаружите, что испытываете каждое из этих чувств. И, как мы уже поняли, все они негативные. То есть обида нам несет лишь негатив. Ничего положительного там, естественно, нет. А, как известно, любой негатив, маленький, большой, он постепенно трансформируется в стресс. А уже от стресса страдает наше здоровье. Ведь мы все с детства слышали, что большинство болезней и болячек происходят от нервов, то есть от стрессов. Обида действует подобно гневу. Вспомните, от двухминутной вспышки гнева мы иногда можем приходить в себя до нескольких часов. Но с обидой все не так просто. От обиды мы можем страдать и сутками, и неделями, и даже годами. В течение нескольких лет я сама была заложницей обиды на близкого человека. Это очень негативно повлияло на мое здоровье. У меня развилась аритмия, я вспомнила про старую свою подругу язву в желудке. В целом я стала достаточно депрессивной, апатичной, такой серой и унылой. Вот так это сказалось на моем здоровье. О том, что произошло, когда я победила свою обиду, я расскажу немножечко позже, а пока что вернемся к нашим баранам. Как еще обида влияет на нашу жизнь? Именно из-за того, что мы начинаем чувствовать несправедливость по отношению к нам, у нас автоматически включается режим «бей или беги». И тем самым мы начинаем заострять внимание на промахах окружающих. Этот не так посмотрел, этот не то сказал. В итоге мы впитываем в себя еще больше негатива и обиды. Возможно, вы сами этого не замечали, но когда вы обижены, ваше поведение меняется. Вы сами непроизвольно начинаете обижать близких вам людей. А это уже может принести разлад в отношения. И тем самым это подрывает и их здоровье, вдобавок к нашему. Еще, как такой негативный бонус, мы начинаем жаловаться. Мы становимся такой серой, унылой массой, которая ходит и брюзжит и жалуется на обидчика. Да? Вместо того, чтобы поговорить с человеком, который нас обидел, поставить все точки над «и», скажем так, мы начинаем жаловаться другим людям. Жалобы, опять же, приводят к негативу. Нам, возможно, кажется в тот момент, что мы как-то сами облегчаемся. Но если проследить за своим состоянием до и после жалобы, мы четко осознаем, что после жалобы нам стало еще хуже. И плюс мы еще нагрузили своими проблемами дорогого, близкого нам человека. Но в основном люди жалуются для привлечения внимания и для того, чтобы утвердиться. А правильно ли мы поняли? Все-таки я прав, может быть, я не прав. Но зачастую это бывает так, что я прав, и я просто хочу, чтобы кто-то это подтвердил. У меня для вас отличные новости. Осознание глобальности проблемы – это уже огромнейший шаг на пути избавления от нее. Вы должны понимать, что от обиды страдаете только вы и ваши близкие люди. Обидчик, возможно, даже вообще не знает, что он вас обидел. Мы все разные. У нас, у каждого человека разное мировоззрение. Мы все
относимся к тем или иным вещам по-разному. И поэтому, что для вас плохо, для человека может быть хорошо или нейтрально. Какое-то слово, которое он вам сказал, фразу, или же поступок, который он сделал по отношению к вам. Для него это может быть совершенно нормально. И он может даже не догадываться о том, что вы обиделись. А вы накручиваете себе и даете еще повод для разлада в отношениях с любимыми. Я подготовила для вас несколько способов, благодаря которым вы сможете избавиться от обиды в своем сердце. Но перед этим попрошу вас подписаться на канал, потому что это очень-очень важно для меня, и впереди еще будет слишком много интересного. Итак, первый способ. Представьте обидчика в какой-либо забавной, смешной форме. Любители Гарри Поттера, вспоминайте. На одном из своих занятий профессор Люпин предлагал ученикам заклинание, благодаря которому они превращали какие-то свои страхи в что-то смешное и забавное. К счастью, это действует не только на страх и не только в стенах Хогвартса. Мы также можем практиковать это в своей жизни, применяя это на наших обидчиков. Постепенно, когда вы будете раз за разом представлять обидчика в такой смешной форме, испытав чувство обиды к нему, у вас это вызовет нейронную связь вскоре, и вы просто не сможете уже обижаться на него. Второй способ. Постараться, правда, увидеть в человеке что-то хорошее, сконцентрироваться на этом и попытаться оправдать действия вашего обидчика. Как правило, счастливые люди, они не обижают других людей. Возможно, у вашего обидчика плохой день, плохая неделя, плохой год. Возможно, у него что-то случилось, в чем ему можно только посочувствовать. На самом деле невозможно испытывать две эмоции одновременно. Вы испытываете либо обиду, либо сочувствие, либо злость, либо радость. У меня была ситуация примерно полгода назад. Был чудесный день, солнышко светило. Мы с мужем взяли котика нашего и пошли гулять. Зашли мы в соседний двор, и я отпустила кота, он пошел в палисадник гулять. Тут со второго или с третьего этажа на нас обрушивается крик бабуленьки: «Что вы здесь ходите? Что это за кот? Это не наш кот, уберите своего кота!» Ну, мы ушли оттуда. Но я начала жаловаться и гундеть мужу о том, что какая злобная бабуля, почему она так себя повела с нами несправедливо. На что муж мне сказал: как вы поняли уже, мой муж очень мудрый. А ты представь, живет она одна в своей маленькой квартирке. У нее ничего нет, кроме этой квартиры и палисадника, за которым она ухаживает. И в этот момент на меня как будто горы обрушились. Я представила ее скромную, нелегкую жизнь, и мне действительно стало ее очень жаль. Как известно, люди не от счастья совершают зло. Конечно, очень трудно стараться понять таких людей, которые нас обидели, но если мы приложим усилия и попытаемся это сделать, то нам станет намного легче, и мы искренне освободимся от этого. И, конечно же, нужно сначала стараться понять человека, а потом уже стремиться быть понятными. И третий способ, замечательный способ, он может помочь искоренить даже самую ужасную обиду, которая сидит в вас годами. Сядьте, возьмите листок бумаги, ручку и напишите рукописное письмо человеку, который вас обидел, в котором вы подробно объясните, как его поступок повлиял на вашу жизнь, как это задело вас, какие эмоции вы испытываете от этого. Когда вы все это напишете, внизу подпишите: «Я искренне прощаю тебя». После этого положите это письмо в конверт и передайте человеку, который вас обидел. Либо же можете его просто сжечь. И в том и в другом случае вы почувствуете облегчение. Возвращаясь к той истории,
когда я была обижена на человека в течение нескольких лет, я не писала ему письмо. Я набралась смелости и поговорила с ним. У нас был очень долгий и откровенный разговор, и по итогу произошло чудо. Человек извинился. И вы не поверите, я расплакалась. Расплакалась не от боли, не от грусти, а от облегчения. Мне настолько стало легко. И вы знаете, я полной грудью наконец-то смогла вздохнуть. Естественно, мое здоровье стало сразу же улучшаться. И наши отношения с этим человеком стали складываться по новой и в очень доверительной и замечательной форме. Ну и также я перестала быть серой зюзей, которая вечно на всех брюзжит и депрессует. Что ж, если это видео было действительно полезным для вас, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях то, что вы думаете об этом ролике. С вами была Анна, до новых встреч, пока!